Всем привет! Вы на канале Вкусно дома. Меня зовут Ольга Молодцова, и сегодня мы с вами будем готовить невероятно красивый и очень вкусный торт сердца. Такой торт готовить совсем несложно, а получается он невероятно милым. Его можно приготовить к любому празднику, например, на 14 февраля, к 8 марта, к дню рождения мамы, дочки, бабушки, да или просто порадовать своих близких. Начнем мы с приготовления теста, и для него нам понадобятся следующие продукты. 2 яйца, полный стакан муки, полстакана сахара, столовая ложка меда, 40 граммов сливочного масла и пол чайной ложки соды. Тесто у нас заварное, поэтому ставим в водяную баню и помещаем на нее сахар с маслом, пусть тают. Как только масло с сахаром станут более или менее однородными, снимаем их с бани и добавляем яйца. И теперь как следует вмешиваем их в массу. Дальше добавляем мед. Еще раз все тщательно промешиваем и снова ставим на водяную баню. Дальше всыпаем соду, все тщательно размешиваем и ждем, пока масса увеличится в объеме. Теперь постепенно за несколько раз вводим муку и тщательно промешиваем каждый раз тесто. В процессе оно должно хорошо загустеть. На этом этапе тесто получается довольно мягким и липнущим к рукам, но сейчас мы ему дадим немного остыть, а потом переложим в целлофан или в пленку в пищевую и уберем в холод на час. После этого тесто становится более плотным и с ним удобнее работать. Но сейчас мы берем часть теста и раскатываем первый корж. Поверхность слегка присыпаем мукой, а корж делаем примерно 3-4 мм толщиной. Перекладываем его на пекарскую бумагу, а дальше нам понадобится трафарет в виде того самого сердца. Его можно сделать самим, если у вас нет готового. Например, находим эскиз в интернете, распечатываем и вырезаем. Тесто слегка приглаживаем к бумаге, прикладываем трафарет и вырезаем по нему наш корж в виде сердца. Аккуратно переносим его на противень и выпекаем в духовке до легкой румяности в течение 5-7 минут на температуре 180 градусов. Ну а мы пока сделаем точно так же второй корж. В зависимости от диаметра вашей формы может получиться 2 либо 3 коржа. А вообще такой торт можно сделать в любой форме, которой вам захочется. Например, в виде цифры или еще какой-то формы. Все зависит от вашего творческого подхода и фантазии. Готовым коржам даем полностью остыть и лишь затем аккуратно снимаем с бумаги. После того, как мы вырезали и приготовили все коржи, у нас остается еще немного теста, и из него можно сделать небольшие печенья, тоже в виде сердца или еще какой-то формы. Это печенье можно сделать разного размера и использовать для украшения торта. Ну а пока наши коржи полностью остывают, мы займемся приготовлением крема. Итак, для него нам понадобятся следующие продукты: 400 граммов творожного сыра, 150 граммов сахарной пудры и 200 миллилитров сливок жирностью не менее 33%. Сливки и творожный сыр должны быть обязательно холодными. Итак, чтобы сделать этот крем, сейчас соединяем все эти продукты в удобной для взбивания чаше. Все слегка промешиваем и начинаем взбивать сначала на медленной скорости, а затем на более быстрой. Буквально минута, и вот такой густой крем у нас уже готов. Перекладываем его в кондитерский мешок или в целлофановый пакет с кондитерской насадкой. Коржи и крем готовы, и нам осталось только собрать и украсить торт. На низ первого коржа наносим немного крема, чтобы он не скользил. И теперь на каждый корж отсаживаем крем в виде небольших конусов. Украсить такой торт можно по-разному. Свежими ягодами или разными зефиринками, небольшими печеньками или специальными кондитерскими украшениями. Крем в этом торте очень интересный. Он не приторно-сладкий, творожный сыр разбавляет его и придает особенный вкус. А коржи очень нежные и мягкие.
Вот такая невероятная красота у нас получается. Это просто сказочный торт, и он по праву украсит любой ваш праздник. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Тогда вы не пропустите мои новые рецепты. Ну а я жду от вас комментарий, как вам такая идея. Заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм, все ссылочки внизу в описании под этим видео. Ну а у меня на сегодня все. Приятного вам аппетита, пока!